Битва наций. В плане исторического средневекового боя это главное событие в мире. Количество участников чемпионата выросло с 5 или 6 команд до порядка 40. На битве наций сталкиваются самые разнообразные команды с самым разнообразным опытом. И когда мои друзья из латвийской сборной по историческому фехтованию сказали: «А бери-ка ты все свои камеры и поехали с нами», я недолго колебался. В назначенный день и час меня встречали распахнутые ворота клуба. Подготовка шла полным ходом. На территории клуба присутствовало 2 человека. Один что-то шил, второй что-то клепал. До выезда оставалось 2 часа. За эти 2 часа очень спешно прибыли все остальные рыцари и начали усиленно клепать, доклепывать, доделывать, допиливать. Вот все это пытаться собрать вместе, чтобы выехать в срок. Долбежка молотков, визг болгарок. Все это перекрикивают рыцари, которые дают друг другу добрые, дельные советы и обмениваются ласковыми словами. Просто инфернальная картина. И вот под вечер, когда солнышко уже склонилось к закату, стены окрасились розовыми красками, вот тогда мы упаковались в машины, утрамбовали вещи поверх себя, помахали на прощание мастерской, клубу и Риге и двинулись штурмовать Рим. Не без небольших ночных приключений, недостойных описания, мы проехали Польшу и прибыли в Чехию, в Брно, где и решили сделать небольшую остановку, дабы спланировать дальнейший маршрут и посмотреть достопримечательности. Короче, если мы уже вторые сутки, все плотненько, у нас мало воздуха сзади. Мало? Да. У вас мало, ладно. У нас мало воздуха. У нас воздуха просто нет. Вот. У вас есть кондей. Ну вот кондей, да. У нас нет кондея. Но кондей научились включать только на второй день. Поэтому У нас я нет думаю... тормозов. Короче, я приеду, думаю, сниму свои носки, подкинем. Во вражеский лагерь. Да, я аккуратно подкинул вражеский лагерь, они там все передохнут. Можно мечи будет смазывать носками. Так, чтобы он по броне бьет, он сразу ржавеет, рассекается. Заражение крови больше не сможет выступать. Сразу проиграл как бы по дефолту. Ой, на мургло. Я считаю, что нужно заехать пораньше, приедем туда к обеду к часу, поставимся, найдем куратора, зарегистрируемся, сможем отправить людей на разведку, найти где что по хавке, найти мебель, чтобы пока не разобрали, потому что она будет кончаться. Мудрый вождь Хартман решил, что типа Флоренция, Понте-Веккио, дворец Медичи и прочие исторические места, где ходили в 15 веке итальянцы, это все для лохов. Ну, не надо, эти два часа, помешают сбор. эти 2 часа надо обживаться. Как бы, типа, приехать в 2 часа дня, типа, на битву наций, чтобы поставить лагерь, это поздно. Лучше мы не поедем ни в какую сраную Флоренцию, как бы, мы поедем обживаться. Вот, и такого нытья я слушаю уже 12 часов подряд. Это да, достаточно долго. Обратите внимание налево, вы увидите знаменитую чумную колонну Брно, которая была посвящена окончанию эпидемии чумы, как ни удивительно, в этом замечательном городе. Вот это чумная колонна. Времени было год, Вова, если что, на подготовку. Не, 2 года. Да, как... У нас, знаешь, когда окончательно утвердилось? Я примерно скажу, когда окончательно утвердилось, что мы едем на БМ. Где-то в середине апреля. Ну все, решили, все, мы едем. Все на карполях вытянули просто. Ну еще не вытянули. Ну еще не вытянули, да. Да, еще можем обладать цыганский тап. Это рок-н-ролл. Рок-н-ролл? Рок-н-ролл, детка. 2 суток в пути в машине, в которой не работают тормоза, кондиционер, в которой напиханы люди, как кильки в банке, где невозможно дышать. Я выпадал в какие-то фантасмагоричные сны, просыпался на полчаса, сразу же засыпал снова. И вот Санта-Севера.
Мы, как мореплаватели 17 века, падали на землю, вот, готовы ее расцеловать за то, что она приняла нас обратно в свои объятия. А свежий морской воздух, с каждым глотком этого воздуха в тело возвращался рассудок, утерянный за долгие дни дороги. С горем пополам мы прибыли на место, поставили лагерь, разгрузили машину, насколько это возможно. Собираемся ехать есть пиццу. Как-никак Италия. Сказано, сделано. Мы заново погрузились в машины, на этот раз налегке, и отправились искать открытую пиццерию. Как бы Италия, конечно же. А некий благородный Дон из мясной лавки понял нашу боль и сжалился над путниками, предложив отвесить нам килограммчик свинины за 15 евро. Разведотряд от такой щедрости слегка обомлел и поехал искать Lidl. В Lidl на нас смотрели дешевая самбука, лимончелло и другие, не менее вкусные и полезные в деле любого оруженосца алкогольные продукты. Это товарищи, местные итальянцы. Они приехали поставиться, чтобы драться. Они приехали с кольями. Это колья, нарубленные просто палки из какой-то швабры. Они как бы смотрели вот на эту медузу. Да. Вот сейчас она начала принимать какую-то форму. Они брали ее в руки, смотрели на нее. Да. Клали на пока землю, мы дуплили вот все репу, остальное. Поднимали ее, смотрели такие, блядь, как-то она не ставится. Что-то нужно делать. И пока мы не растянули ее, они ее даже ставить не начали. Есть тактическое предложение. Пойдем ёбнем еще самбуки. Да, давай. Уже изрядно разогревшись, в команде поддержки проснулось человеколюбие и желание всем помочь. Между прочим, это была наша трагическая ошибка. На утро первой командой, с кем билась сборная Латвии, оказались выспавшиеся свеженькие итальянцы. Но в эту ночь наши приключения не закончились. Группа поддержки отправилась разведывать обстановку. Ристалище пустовало. Темно, ночь, битва наций, и это ристалище. Оно же ристалище, где, по слухам, ни одного человека не было, кто написал бы на ристалище слово «хуй» за 8 лет. Ни одного. Но кто-то все-таки... Нашлись те люди. Жизнь в лагере не думала затихать. Прогуливаясь под стенами замка в ночи, можно было слышать, как легкий морской бриз доносит отрывки песен, звучащих на пляже. Попадая на пляж, мы попадали в какой-то абсолютно другой мир. Приходила, песню заводила, про седого сизого орла. И если ты знал какую-то из этих песен, ты подходил к группе людей и начинал им подпевать. Так за 4 часа мы исполнили несколько альбомов Короля и Шута, пару песен из Металлики, несколько национальных гимнов. И встречая этих людей на утро, мы уже не были незнакомцами. Нас объединяла магия пляжа. Вчера был очень сложный день. Мы выбивали вот эти дрова, и чтобы их выбить, нужно было бухать с суппортом. Да, дрова есть. Дрова есть, значит справились. Ну, молодцы. Да. Вперед, Ура! После непродолжительной пьянки все начало приходить в движение. При помощи особой полигонной магии, такой-то матери и легкого раздолбайства я получил аккредитацию прессы, обвешался камерами и отправился вперед к ристалищу. У наших чуваков бой через час. Будут рубиться, по-моему, с итальянцами и венграми. Вот. Ну что, будем надеяться, что всем наваляют. Еще задолго до отъезда я заметил, как слегка изменилось поведение моих друзей и бойцов. Как рыцари, вечно веселые, любящие пошутить, стали намного более серьезными. Улыбки все еще проскальзывали на их лицах, но было видно, что все их мысли где-то там, в боях, в которых им предстоит участвовать. Для нескольких участников сборной это было первое мероприятие подобного масштаба. Да что там говорить, это были первые бои подобного масштаба. Но рыцари на то и рыцари, чтобы откинуть страхи и сомнения и отправиться воевать.
Es ņemam visus šitos. Mēs ņemam 3 alabārdas, jā. Nu, tur jāprasa Volodiem, jā, ko mēs ņemam. Visi vairogi, kur ir vairogi? Vairogs tur. Vienkārši tas salasam, lai esam uzreiz gatavi. Šito mazo bakuru arī ņemsim? Jā, paņem. Tas būs krūdās. Pirmās cīņas, viss būs uzreiz labi. Aiziet, Mandra. Un vienkārši mums to pirmo cīņu vajag izcīnīt, un viss, un būs viss labi. Независимо, если проиграем или выиграем, но мы выиграем. Дождемся первого боя, все будет сразу хорошо, сразу понятно, будете сразу в своей тарелке. Я не стумай, поэтому. Second fight. In Italia si appresta a entrare all'interno della pizza. In Italia si appresta a entrare all'interno della pizza. Delle elizze all'interno di Battle of the Nations. Vi invito a fare questi grandi guerrieri un grande applauso per dare i loro spiriti e i loro muscoli. Vedete non solamente furia, non solamente spade affilate all'interno di Battle of the Nations, ma anche grande rispetto per le nazioni avversarie. Not only big fights, blood and sweat, but also a lot of respect among nations here at Battle of the Nation 2018. Signori, Net Marshall ha risultato l'inizio dell'incontro! Marshall ha risultato il termine del round con 4 punti a favore della nazionale italiana. Un punto avanti in Gianluigi. L'Italia si è chiusa in questo round 3 punti, vincendo l'incontro con un totale di 7 punti. L'Italia won the fight with 7 points. Total. Il giorno di spada deve studiato firme e minimi dettagli. Vajag vienu lieku vairogu. Es tavēju saplē. Vairogus visus šeit atnes. Reku šito paņem. Это мой был. По уроду! Первый щит только вышел. Первый бой.
Пацаны все деморализированы чутка, но сейчас они соберутся там, их вип, и пойдут, вломят хорватов, походу, вломят им пиздюлей. Dajte mano sinju, kuru te majnju. Sometimes the fighters have simply lost their balance by falling to the ground unwrappable. Hungary 2 and Latvia 1 are on the ring, preparing teams Russia 2 and Poland 2. Chiaramente non esiteremo affatto a avere informazioni. Signore e signori, questi combattenti si preparano per anni prima di poter testare questo luogo, questa arena. Vi invito a fare un grande applauso per questo combattente che con indomito coraggio sta abbandonando la lizza. Ha dato... Let's start the fight! Да, вот сейчас покажу вам. Рыцари ржавеют. Не, ну трешак реально полный, вообще ничего не стоит. Отличные впечатления, я просто вне себя. Рвать, метать охота, прилив сил просто неимоверно, но башка уже кружится. Ты еще второй бы отбился. Да. Я могу и третью, но я чувствую, там сознание просто потеряв, мне уже так лечу куда-то. Круто. Ну и как разница между первым и вторым? В первом бою я вообще ни хрена не понял, меня два рыла зажали. Ну, я в итоге видел, да. последний остался стоять. Во втором бою первая сходка у меня сразу из рук фальш вылетел. Я нифига не могу, бегу за фальш, у меня маска открывается. И все, меня сажает. Я думаю, ах вы ж суки. А второй раз вот я вообще ничего не успел понять. Я просто чела держу, он на меня падает, а оказывается я еще кого-то сбиваю по пути. Так что нормально, пока живем, счет хороший. Zini, kā tāda ritīgi krūti? Man ir šitāda brīva vieta mugurā. Šitajā vietā. Tieši pa to. Jā, tieši pa to. Rokas sāk. Pēc tu rokas sāk. Es jau to teicu. Типа, ну что? Es jau nevaru normāli pacelt augšā. Bet tagad jau labāk. Nu, man arī tāda problēma, tipā, viss vairs bruņāt. Tagad jau būs labi. Vairogs pacelt. Viss sāpes. Būs labi. Tad ņems manus stendus, jā? Bet viņi skatīs, viņi arī neērti. Man ir pie kājas. Bet citi notrinušies, kā mugurkauli visi ar bruņām. Vīrusa nosakta ar bruņām. Tad esam mēs. Ну давай, рассказывай впечатления свои. Короче, Погоди, я вот баланы переступлю. Так, оп. Пардон. Пардон. Второй красиво было вообще. Да, с Италией мы бились практически без меня. У меня большой палец застрял в этом бегемоте. Венгрию кое-как забороли. Петерис попался с последним чуваком, с которым я был в первом сходе. Я его повалял. Он сдох, упал со мной, упал с Петерисом. Короче, нормально. Петрис все повалил. Ну он там типа висел и коленом что-то постепенно притянулся. Ну Петерис услышал, я ему кричу: Эдварда Иманы, я? О, Петерис меня, короче, услышал, голову забрал. В целом идем нормально. Что у вас дальше там по плану? Германия, Канада. Когда? Канада предпоследний бой у нас. Из всех, по всей группе. Германия где-то посередине, непонятно. Где-то бой через 3. Я понял.
So please cheer the Germanian team. Punti assegnati alla Germania, 5 points to Germany. Russia 2 and Argentina 1 are invited to proceed to the list. Preparing teams Italy 3 and Hungary 2. Больше вьет внутри, чем здесь. Гайс! Ой, тебя тоже песком накрыли? Сорвали просто. А я удержаться не успел. Меня левую руку отхреначили. Довольно сильно. Отхреначили левую руку, сними с меня, ой, с полторах меня сними. Мне под лопатку пробили. Левую. Давай. Здесь завязать свое надо. Это там мази надо, это долгое восстановление. Я биться смогу, но плавать уже нет. Сюда, запасной рук. У вас последний бой, походу, с канадцем. Рося, держи его! Держи у борта! Держи его! Куда иди? Петр! 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 Давай, иди, подерись. Давай, держи, Еду на шито лабу, еду. Ем шито. Нас пацаны. Рэй, отдыхай. Точно? Отдыхай. Лавал, я с тобой. Давай. Давай, дави его, дави. 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 И сосед, каждый сосед. Помоги вытолкнуть его! Давай, Юлян, давай, Бей. Обойди. Выбивай ноги. Ноги выбивай. Короче, 2 победы из 4 боев. Хер знает, что там будет дальше.
потом будет плей-офф, посмотрим, как остальные команды отобьются. Но нормально выступили. В последнем бою Юлик вообще Последним, блядь, Юлик таких пиздюлей раздал, просто красава. Надо сейчас какую-то хавки организовать будет. Да, значит, пожрать, выпить. И согреться, потому что эти сейчас разогретые, они вылезут. Заболеют вот на витрилу. Дальше. Да. Ну, умрут, не умрут, как бы. Суть до дела, мы приперлись в лагерь. Вдвоем стояли, мы вдвоем. Да, у меня был минут полный. Второй раз понятно, ко мне сзади подбежали через ямку. А, второй раз я вижу, ты сзади вроде был. Да я только понимаю, что лечу куда-то. Ну, потому что за борт надо было держаться. Mēs kaut ko darām brūņās ar ierocim, ar mixkiem. Un divi treniņi, tā ir tev pašam. Kaut kur aiziet zālē, kaut kur aiziet uz MMA. Tev pašam. Kaut kur aiziet, blin, kur vajag aiziet. Тоже Kaut kur vajag. Neatot galvu, izstiepies visu laiku. Jā. Ja tu atdos galvu, beigs. Tur netīšām rokas. Tur. Nu, es redzēju, ka viņi tur manu plecu vai ceļu. Es viņu spiedu uz leju, es viņi bija nospiest. Vienā brīdī mans plecs vienkārši atles vaļā. Viņām esot roki iesprūdis. Nu, Skaties cīņus YouTube. В Инстаграме посмотришь, paskatos ik pa laikam. Skaties YouTube анализы. Программа без травм выполнена на 95%. Впереди 21, у нас хорошие товарищи. В принципе, я со второго ряда алебарды работаю, не должен это ломаться. Но там будет на кону гиря, так что надо будет выкладываться, как и сейчас. Подвяжите все, завтра еще сражаться. Все команды будут крутые. Нам надо одну победу завтра. Не, послезавтра. Выдрать одну победу послезавтра. Послезавтра. Как хотим. Одну победу надо выдрать. Полюбасу. Тяжелые будни средневековой технической поддержки. Короче, мы запрягли нашего оператора готовить, потому что он заебал ходить с камерой, нихуя не делает. У вас завис доспех? Перезагрузите, выйдите из него и войдите обратно. Одели, короче, его на шоссе не того века. У вас он в комплекте, нет? А, ну так в этом проблема. Все, как бы идите к производителю, пусть он вам его и натягивает. Ночью на битве наций все меняется. Исчезают зрители, пропадает какая-то искусственность всего происходящего. И на какой-то момент та реальность, где существуют войны, споры и прочие раздоры, она превратилась в какую-то глупую, нереальную сказку. Parasti jau svētki. Viņš ir kaut kāds... Владимирский Централ, ветер северный, этапы мастерии, зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Юр, ты что не подпеваешь? А ты смирительную рубашку надеваешь, да? Драться, скоро в бой. Балан, слушай, ну плохо драться, это ж, людей бить, там больно делать. Не надо, нужно добрее быть. Когда контакт происходит, не отпускаем. Они очень хитрые. Они как бы тебя заманивают и убегают резко. Постарайтесь сделать рывок и подбить ноги. Чтобы ноги заплелись, чтобы он упал. То есть вот такая вот... Они с тобой поигрались, пофехтовали, начинают убегать. Подбейте ноги, сделайте рывок.
Петерис, ты рывок не делаешь, ты просто стоишь, кого-то держишь, самого большого, я тебе покажу кого. Все остальные просто держим, не тупим. Я и Юлиан фрагуем и помогаем. Это единственный наш шанс. Две бутылки, не надо больше. Трен нужен тоже. Не злоупотребляйтесь перед треном, ребят, жарко все. Хлопушка! Пашка! Любовь! Разбиваем ярмарку кровь! Attenzione al tentativo di proiezione da parte di italiani. Direbbero qui a Roma, ma perché sta... Latvia 1 are invited on the list. Preparing team, UK 3 and Sweden 1. Mai visto così? Può diventare davvero difficile per questi combattenti riconoscere il proprio solare, guardate i colori dei loro casacchi. Pensate quanto può essere difficile per loro riuscire a riconoscere i propri compagni. Se già li fate partire a voi da lassù. Stop fighting, please. Stop fighting. Please do bear in mind, stay on the ground. Stay on the ground, both Poland and Latvia. Let's start fighting once again. La parte del titolo polacco. Stop fighting. Signore e signori, 4 punti per la Polonia, 4 proposta e vince questo combattimento di 7 punti straordinari per questi combattenti. Teams UK 3 and Sweden 1 are invited on. Отвоевав основную часть боев, сборная Латвии наконец-таки смогла вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. Почти сразу же был объявлен общий сбор, и наши бойцы, которые в тот момент все еще могли держаться на ногах, отправились представлять Латвию на парад.
Thank you very much and welcome all to this Battle of the Nations 2018 World Championship in Medieval Combat. I am Edouard M., President of the HMBIA, the entity that serves as International Federation for our wonderful sport. It is always such an honor here to share this moment together, who fight hard to go beyond themselves, but also who act as true brothers when the fight is over. As true sportsmen, I will ask each captain to swear an oath to respect the values of sportsmanship. All captains, please take a step forward. За капитана команды выступил один из самых молодых бойцов, который, положа руку на сердце, слушал вдохновленную и душещипательную речь президента HMBIA, после чего от лица капитана команды принес клятву не нарушать, не использовать допинг и вообще быть хорошим рыцарем. I will now ask every captain to put their right hand on their heart and raise the left hand. We, the national teams of our countries, swear to participate in the Battle of the Nations, respecting all the competitors, all the marshals, and the rules in the spirit of sports and fair play. We all commit ourselves to this honorable sport without doping or cheating. We do this for the glory of all sporting nations, the honor of all teams, and in respect of the principles of the Battle of the Nations. Say I swear! Thank you very much, all captains! Let's cheer for every national team, please! Короче, я выходил на парад, представлял Латвию, как этот суппорт Рэй клялся как капитан в частности, поэтому капитан теперь может спокойно читерить. Вот. План исполнен. Наблюдать Открой рот. Саулёties varēs. Спасибо. Первый пропускаем. Еще. Если вы подумали, что битва наций — это бесконечное кровавое рубилово, вы глубоко ошибаетесь. Помимо ресталища, у стен замка раскинулся настоящий средневековый рынок, где приезжие ремесленники выставляли свои товары, где можно было приобрести неких вкусных средневековых закусок, забрать с собой какой-либо сувенир или прикупить оружие и доспехи прямо к предстоящему бою. Мы выбрали момент, свободный от боев нашей сборной, и отправились исследовать предложения местного рынка. Булавы, алебарды, майки, кольца, ювелирные украшения, сумки, шапки – все это имеет какой-то исторический аналог. И любой продавец вам с удовольствием предоставит материал. Помимо описания указан век, место раскопки и прочие исторические атрибуты, на основе которых они изготавливают свою продукцию. Видишь, вот это поры? Это все потом со временем трескается и разваливается. За 75 рублей. Да я миллионером на работе стану с такими чистотурами. Вот птичка на меня смотрит. Да, язычок себе выбирай. Язычок выбирай, что без язычка. Выбирай толстый или тонкий, там посмотришь. И еще можешь сделать такую вот штуку, чтобы не ржавело. Это тебе мой совет. Видишь, у меня одна вороненая. Самый простой вариант. Обыкновенную зарядку старую для телефона. Да? Да. И соли. Минуты 2-3 там по этом самом. Маленький кулечек можно попросить? Есть. Конечно. И кулечек, конечно, дадим. Все, забираю. Я могу оставить свой номер еще телефона. Вот.
И если что-то интересное надо, я сам ювелир. Это мое хобби, я так по чуть увлекаюсь. Кожей там такое, покататься люблю. Ну вот мы тоже покататься любим, играть. Ну, понятно, значит, ты с руками дружишь, значит, это прекрасно. Ну, отлично. Все, спасибо большое. Не за что. Будешь вспоминать. Там именничок мой, как умру, это же будет уже раритет. Честно. Спасибо большое. Опыт этих 5 дней показывает, что без должной команды поддержки рыцарская доля была бы очень тяжелой. Сложно описать, что чувствует член команды поддержки, стоя у ресталища, когда видит, как один из его бойцов падает на землю и с неизвестным количеством травм под вот этой грудой доспехов, сгорающие от волнения нервы, попытка уследить за всем и организовать все. Как и в реальной жизни, большая часть людей, ответственная за организацию ежедневной жизни лагеря, осталась за кадром. Могу только отвесить низкий поклон этим парням и девушкам и высказать уважение за их тяжкий и нелегкий труд. Капитан, тебе что-то не нравится? Нет, я как не видел ни разу. Если курица прожарится, это будет... Проварится. Это будет как бы, ну, чудо. Не, почему? Вы ее вниз, старайтесь закапывать ее. Старайтесь закапывать. Нормально. Здорово, бойца. Смотри, это 8 ложек надо скушать. Ну ладно, 7. Потом за суппортов будем жрать. Ну, суппорта будем жрать, да? Ну, за собачек. И за собачек, потом за каждую алебарду, бля. Не, сначала за алебарды, потом за суппорт. Офигеть. А кто тебя кормит? Хуя, блядь! Все для вас сделали, блядь. Привезли, нахуй. Уложили, с утра накормили. Без базара вообще. Только пиздили. Сейчас у нас плей-оффы 21-21. Мы с Вованом в составе сборной солянки под названием «Красная команда», в котором ходят белорусы, израильтяне, китайцы и канадцы. И мы двое. Вот. Первый соперник у нас Англия. Проходим Англию, попадаем на Украину. Если пройдем Украину, то финал с Россией. Если в Украине проигрываем, то за 3-е место с Францией. Вот это все произойдет подряд. В течение там 1,5 часов, наверное. Так что у нас последний рывок. И можно доспехи паковать и уебениваться. Последний день без нас. Tutto per tutto, questo combattimento che richiede loro grande stamina, ovvero grande resistenza. Vi inviterei a fare loro un grande applauso, big round of applause for these guys. Ora sta uscendo anche il sole, quindi quelle armature diventeranno potenti. Sole per la prima volta si fanno un viso per la Battle of the Nations oggi, 6 maggio. Con un contrattacco involuto, perché l'israeliano si è canciato lui nel Regno Unito e li ha tirati a terra. Sembrava ottima la tattica, ma l'israeliano è stato fortissimo.
Però non meglio. Regno Unito, ora sì che si è ripreso, signore e signori. United Kingdom is taking a really hard now. Ladies and gentlemen, stop fighting. Mercia, no mercy. Mercia, no mercy. А где суппорт наш? И меня отбили, блин. Пизда рукам. Давай, Геля Фаздаевич. Ему стресс меня снимай. Пиздец, они хуярят по ладоням. Специально в ладони бьют, пидорасы. Ничего, блядь. Ничего, все нормально. Суппорт! Наруч! Суппорт, наруч! Что это за... Просто у нас не было замен нормально. Меня этот White Company капитан фраганул. А я его фраговал первый слот. Он на меня рыпнулся, я его раз портнул, бам-бам-бам, бам-бам-бам. И все, присядь. Вот большой палец. И вокруг все промаши, выше и ниже. Ред? Нам еще биться надо? А, блядь. Уёбки, блядь. Нормально все, не злись. Да я не злюсь, мне больно, это блядь. еще не шарнул. Да нормально. Я поработал хорошо. Мне ту же самую руку пробили, что и в четверг. А потом еще и левую пробили. Да! Я здесь! Юрий! Ну! Юрий, помоги. Челочь, забивай колено. Ты не загнал. Playboy guy. Put your armor up. La vita per questo evento, eccoli! Polonia! SMBA rosso! Facciamo un grande applauso a questi ragazzi! Big round of applause for them. Thank you very much indeed for your and from this side, please a big greedy. Don't be shy, cheer these guys. Un canadese che arriva e chiede una spada verso la propria arma. Il combattimento, ricordiamo che le armi non possono essere recuperate da terra, ma bisogna tornare dalla parte della propria lista e recuperare una nuova arma. Thank you very much indeed.
Новые перчатки. Un vero e proprio Новые перчатки. centrale, quindi Больше слаженности. si può vedere davvero Да и все. una faglia di sangue. Оп. Стой, стой! Prima o poi qualcuno sono sicuro che tenterà di sfondare gli avversari e poi proprio come Mignon davanti a un precipizio seguendo ruota tutti gli altri compagni. So there you see everyone is playing on strategy. Defending hands with the armbar. E corre, e adesso sì che si mescolano, ora sì che si mescolano. Че поем? Твое экспертное саппортное мнение. Нужно больше людей в дурацком, которые могут стоять, потому что у нас всего было сейчас 2 бойца, уже рук не хватает. Нужно эквипов запасного таскать больше. А еще нужно пометить все свое какими-нибудь наклейками или покрасить древки в красный, чтобы не в этой куче мале выдергивать сразу свое и забирать свое. Ну что, еще наебе... А, нет. Это потом. Мощно. Не, он меня кинул, потому что у меня обе руки были пробиты. Но это вообще топовый, это капитан первой английской пятерки, как бы. Перебой, блядь! Понеслась. Перебой. Ты сколько выйдешь? Да вот-вот, походу. Одна ручка, вот видите, вмятина, вот под ним. Может, руку ему повшить и заморозить? Уже вон лежит, все нормально. А чего перебой-то? Что случилось? 22 походу. Англичане? 22 вышли. Какой сход? Еще у нас один сход или весь бой? Смотри, Вован, бля, правую руку прячь от них. Да я скучу. Кому тебе? А еще, короче, разменялись, упали. У парика здесь нога. Давай, чуть-чуть. Squadra chiamata via rosso, start fighting. Big Phil, ora che ha entrato la lista, controllare da solo. Big Phil respinge qui sul bordo interno della lista, due giocatori del Regno Unito contemporaneamente. La schiacciata dell'HMBA rosso sembra farsi sentire. As you can see, HMBA red.
Does it want to use and supremacy? Piccolo braccio da parte della lista. Stop fighting! I was told! Durata, signore, durata, la Кеннеди. Кажись. И Ну, палец мне, пиздец. пожалуйста, большой не сдавливай. Красава. Что прилетело? Ну, кольцо кольчужно мне из брови доставали. Да-да-да. Я вообще не знаю, как так это может быть, блядь. Хорошо, что, блядь, не сам глаз. Да, Балан там чуть не Достаточно обосрался, близко. меня увидел. Ну да как бы все чуть не обосрались, когда тебя увидели. Это не надо, поверь. это... водитель. Да, ты же водитель. Бригу, Шрей привязывает Все, локоть и больше, снимает больше не бригу. драки закончились? Ну, Всем мы пизды уже дали? точно все. Надо сказать пару слов о том, что такое бугурт. Бугурт – это кипящий суп, в котором кипят люди. Люди падают, встают, падают снова. У них ломаются руки, ломаются их алебарды, ломаются, гнутся мечи. Они встают все избитые, кровоточащие, подбегают их оруженосцы, начинают как-то пытаться их залатать, приделать все обратно. Бойцы встают и идут биться дальше. И толпа рыцарей — это словно орава медведей, закованных в латы, с оружием в руках, которые вот сейчас рванут и будут друг друга убивать. Хорошо еще, если сокомандники друг друга не начали убивать досрочно. Настолько там все напряжено, настолько кипит воздух. Вот там, рядом с ристалищем, это ощущается просто идеально. Это какое-то чувство, какая-то первобытная эмоция, которая витает в воздухе и замедляет твои движения, когда ты мимо этого всего проходишь. И когда полсотни человек готовятся измордовать друг друга, эта эмоция обретает осязаемые черты. Remind you that for the very first time here in Italy, in the castle of Santa Severa, and in the history of Battle of the Nations, we're going to have fights amongst women. 5 versus 5. Вашу мать, нахуй! Считают людей еще, блядь! Опять? Опять! Даем по зубам! Спасибо. Раз, два, три. Now everything seems to be ready. Night Marshal just taking once again. Oh! Everything's ready to go. Night Marshal. In the middle. Let's fight now. Перестав виходити
Thank you very much. Stay on the floor, stay on the floor. Please stay on the ground. Let the marshal count the points. Ну как? Как? Here comes the Russian team inside of this. Охуенно. Если без мата, то каждый должен это испытать. Каждый мужчина. Если он там жизни не спасает под водой или в огне, как наш водолаз, который не поехал, пожарник, то для того, чтобы что-то понять, я не говорю, что этим постоянно нужно заниматься, туда нужно сходить. Но я ничего не понял. Я еще ничего не понял. На этом и заканчивается история поездки сборной Латвии на чемпионат по историческому фехтованию «Битву наций». Где-то там другие команды продолжали сражаться за первые места, а наши рыцари увозили с собой свои травмы и свои победы. Пройдет время, и все повторится вновь. Бойцы снова отправятся на ресталище, команда поддержки снова будет суетиться вокруг них, а довольная толпа, как и прежде, будет рукоплескать им с трибун. Что такое битва наций? Я надеюсь, где-то в этом видео кроется достойный ответ. Если же вам этого недостаточно, приезжайте сами, посмотрите на все воочию. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего, до скорых встреч. Философия проста. Нужно просто наладживать отношения с товарищами, убухивать нахуй бойцов в нули, чтобы завтра они такие были нихуя с похмелья, а Юлик их пиздрачился и въебало с ноги, блядь. А может ебутся реально. Не фотка, не страху. Звон в голове, в ушах, он падает, и нихуя не помнит. Открывает глаза, ему приснилось, что он дома. Хуяк, какой-то взрыв, колокол. И вокруг него уже какие-то ребята в доспехах поднимают, куда-то несут. Вот, блядь, что происходит вообще, короче? Это наш спорт. Никому нихуя нет, всем все хорошо. Бугурт это не по-настоящему. Но, как бы, тем не менее, всем очень нравится, и очень весело и задорно. Битва наций. Битва наций.